Ну все, мы на месте. Номер 1937 и заходим. Тут это зеркало. Вот это зеркало. Вот такой номер. Две большие хорошие кровати. Шикарный вид из окна. Здесь у нас тумбочка, место под чемодан под один, рабочий стол. Ну вот от чего не оторваться. От вида. Там мы уже внизу были. Это Little India квартал. А там мы еще не были. Не вижу я Марина Бэй. Море не вижу. А вон море. Мы видим море из окна. Какая красота. Так, что еще есть? Есть еще два диванчика. Есть кофемашина, чайник, водичка. Здесь у нас 3 кока-колы. Водичка бесплатно, кока-колу надо выяснять. К чайнику есть... Что у нас к чайнику есть? Что-то. Здесь за зеркалом раковина, шкаф, видимо, халат один, ванная и туалет. Вместительные такие. А вот в шкафчике второй теплый халат и легонький халатик. Ходить по коридору нашей гостиницы очень страшно. Потому что тут стекло. Здесь вообще бассейн. Это 18 этаж. Мы на 19-м. Тут бассейн и даже водопадик есть. А бассейн побольше. Вон там на 6-м этаже. Ну, здесь тоже вид прям очень хороший. Рядом с отелем у нас квартал Маленькая Индия. Ну вот, все в этом слове, да, Индия, да, маленькая. Современное и старинное все перемешано. И, естественно, базар, рынок. Но сюда мы еще зайдем не один раз. И вот такие улочки вокруг нашего отеля. Сделали обмен. 1 американский доллар равен 1,35 сингапурскому доллару. Так что мы теперь при деньгах. И самое главное, это то, что рядом вот с нашим отелем есть метро. Вот так называется наш парк. Это наша остановка. Фарер парк. Началась экскурсия по Сингапуру. Разносторонний. Дворик есть такой. Терраски, аллейки. Вот мы долго ехали вдоль этого отеля. Он занимает целый квартал. Фонтанчик в реке. В двориках пальмы. Ну, такая вот старинная архитектура рабовладельцев. 1870 год. Ну, конечно же, проходила реновацию, восстанавливали все. Но отель до сих пор работает. Беседка. И несколько выходов из этого комплекса отеля.
И со всех сторон он окружен такой галереей. Галерея здесь важная. Важную функцию выполняет, потому что это от солнца и это от дождя. Поднимаемся в лонг-бар знаменитый, где продается знаменитый коктейль. И тут стоит знаменитая очередь. Ну, может быть, попробуем, но не в рамках экскурсии. И вот добрались до классического вида Сингапура, как его сейчас представляют. Сингапур-Сити мы бы назвали. На фоне газончика. Сингапур – город вертикальных кадров. И здесь река Сингапур со старым мостом. И вот здесь мы плавненько за старым мостом подходим вот к тому самому отелю Марина Бэй, по которому сейчас узнают Сингапур. Еще один отличительный, скажем так, объект именно Сингапура. Гостиница, 3 башни и сверху вот такая вот штука, как лодка. Там находится пляж, бар и ресторан. И обзорная площадка. Основан англичанами. Это не значит, что торговали только англичане. Любой может, да? Нет, да? Любой может. А вот. Он торгуется с местным. В данном случае китайцем, потому что он в первую очередь был основан как. Вся мысль на своих колониях, в своих колониях в Индии они выращивали опиум, попутным ветром привозили сюда. И вот старинная реплика лодочки. Сейчас на них катают туристов. А раньше привозили товары. И вот так происходил процесс торговли. Еще одна скульптура «Прыгающие мальчики». Рядом со старым мостом. И такая интересная скульптура. С этой стороны бывшие торговые портовые склады. Сейчас ресторанчики. Так называемый старый город. Вот у нас табличка, дата основания моста. И здесь еще одна интересная скульптура. Котики. Котиков здесь кормят. Еще один старинный отель, Фуллертон отель. Не, Фуллертон отель. Кажется, как будто здесь прям зима начинается. Это не так. Да, подул ветер, где-то идет дождик, но от этого температура не перестает быть теплой. Мы радуемся хотя бы тому, что нет солнца, не жарит. Но градусов 30-то есть. Заходим в отель. Это явно позже, наверное, постройки года. Но тоже очень представительно. Такие лестницы, внутреннее патио, колонны, пальмы, рестораны, мрамор, дорого. И вот по этой лесенке можно спуститься к прудику с волшебными такими откормленными красными рыбками, которые отводят негативную энергию и приводят положительную. Все по фэншую. Вон они как пришли уже. Хотят кушать, при том, что их кормят постоянно. И удаляемся из этого отеля через подземный этаж. И по туннелю, прям вот от этого бассейна в гостинице, мы попадаем на другую сторону к символу города Сингапура. Поднялись на поверхность как раз напротив Марина Бэй отеля. Попали на набережную One Фуллертон по названию отеля.
И вот здесь такая видовая площадка. Это символ Сингапура. Вот там, в клеточке. Ну, можно посмотреть, вот так он выглядит. Его реставрируют. Вот, налюбовались на куб со львом. А вот здесь его копия в виде фонтанчика. Так что мы его все равно увидели. Вот он. С ним связана легенда об основании Сингапура, города. Вот. Фас. То есть вот так. Китайский квартал и прям какой весь витиеватый. Первый план города каторжный. И вон там коровки. Дальше по улице там есть фонтанчик, который называется И видно, что во дворе. Очень большой праздник будет завтра. Мы на него не попадем. Здесь во дворике будут ходить по углям. Ну и вот мы углубились в Чайна-таун. Китай-город. Не путать с Китай-городом в Москве. Здесь он именно этнический. Эти здания мы с вами уже видели. Это так называемые шопы. Дома. Ну, они тоже не очень старые, но, в принципе, они воссозданы, как вот раньше было. Внизу что-то торговое, сверху люди жили. Это Японская улица. Здесь были публичные дома из японок. Японки приезжали сюда зарабатывать для государства деньги, чтобы государство могло покупать оружие. В ту сторону, в китайском квартале. И вот такой вид в эту сторону. Вот. Так. Нарезанный дуриан припахивает. И вот еще дурианчики. И цены актуальные. 3 за 10, 1 за 5. И есть резаные, но их нужно есть прям вот прям сразу как порезать. В китайском квартале тоже есть свои фигурки. Вот. Водонос, наверное, китайский. И здесь под крышей продолжается одна улочка, как пассаж. Ну, и вот храм зуба Будды. Вот в таком окружении. И с такими фонами. Вечером нас хватило еще только на посещение ночного базара, который прям рядом с нашим отелем. В надежде что-нибудь поесть. День был очень длинный, начался он в пятницу с утра. А сейчас уже суббота вечер. Пока не спали еще. Что-то пока про еду здесь не очень. Здесь какая-то барахолка а-ля Черкизон. Не этого мы ожидали от этого места. С этой стороны что-то про еду есть, но я что-то не знаю, готова я или нет. Включилась подсветка на индийском базаре и на улице в квартале Lidl Индия. Народу очень много. Поскольку рынок не впечатлил, идем в торговый центр. Тут фудмол какой-то есть. И вот уже Декатлон виднеется. Ну, может быть, тут найдем еду, которая не пугает. Вот, чем сердце успокоилось. В принципе, здесь такой вполне себе, в нашем понимании, фудкорт, где можно выбрать, найти, соки сделать. А еще угадайте, где мы тут немножечко застряли в этот длинный день. Вот мимо пройти не смогли, но я надеюсь, что этот день когда-нибудь закончится. Пуховички есть, рубашечки есть, джинсики есть, такие
сумочки через плечо есть. Ну, короче, соскучилась я по Uniqlo. Пускай, что ли, открывает. Вот такого я не видела эти. Такие курточки из чебурашки. Наша гостиница. На 6-м этаже здесь у нас бассейн. Он там кто-то плещется. И бар. Ну, надо закончить этот день красиво. День, который сложился из пятницы и субботы. Вот такой вот напиток. Red Wine. Все, спокойной ночи. Завтра будет Сингапур. Все еще. Но уже самостоятельно.